Всем привет! Опоздал немного я с этим гайдом, но лет 5 назад такими вещами я не занимался, хотя почти тогда уже всеми знаниями обладал, но не суть. Для прошаренных игроков, возможно, здесь будут звучать банальные вещи, но далеко не все могут спидран или же просто не готовы тратить кучу времени, чтобы тестить то или иное оружие, или же метод. Поэтому не надо писать в комментариях, что можно пройти игру за час, меньше часа, с геймпадом в очке. Молодец. Гайд делается не для тебя. Я не буду ничего говорить про сложный стандарт, а только хардкор. Изначально я хотел рассказать все характеристики оружия, их урон, шанс крита, про то, как здесь работает динамическая сложность, но это все лучше делать в отдельном видео. Пиши в комментариях, если такое интересно, и договоримся. Но стоит упомянуть, что на хардкоре ваше оружие не вносит стопроцентный урон. Тем более, если вы стреляете не с полностью сжатым перекрестием. Поэтому не нужно устраивать бездумную стрельбу из разряда «чем больше зомби впитал патронов, значит он быстрее умрет». Нет. Если ситуация располагает, дожидайтесь, когда перекрестие полностью сфокусируется. Только тогда эффективность вашего оружия будет по максимуму. Конечно же, в рамках хардкора. Если же вы предпочитаете скорость точности, то урон снижается вдвое. Также, чем дальше вы стоите от противника, чем меньше урона он получит. Нет, это не значит, что нужно расстреливать всех в метре от себя, но и через весь участок стрелять тоже не надо. Чем больше FPS, тем эффективнее работает нож. Особенно, если вы задеваете сразу несколько частей тела. Просто держите это в голове. Не буду грузить сразу мы всеми видами противников, один хер забудете, поэтому разберемся по ходу пьесы. Да, в течение видео я буду делать вставки по противникам и не только. С одной стороны, прохождение будет выглядеть каким-то рваным, но так или иначе будет одно – полное прохождение, где я буду стараться не юзать какие-то слишком трудные стратки и играть сейвово, а в нарезках показывать, как можно пройти иначе, чтобы каждый мог что-то подобрать под себя, ведь игроки тоже бывают разных калибров. Для S+ на харде нужно ложиться в первом сценарии за 2 часа и 30 минут, при этом сохраниться не более 3 раз. Я не буду тыкать, где нужно обязательно сохраняться, а где нет, так как где может застрять один человек, второй даже не спотеет. Поэтому критические точки для себя определите сами. Однако, если вы уже долго не играли в игру, то хотя бы зайдите вспомнить управление и почувствовать персонажа и всякое такое прочее. Важно! Если погибли, то не нажимайте «Продолжить», иначе время, наигранное с момента сохранения и до вашей смерти, будет суммироваться с общим результатом. Лучше выходите в главное меню и загружайтесь оттуда. Зомби. Самый распространенный вид противников, с которым мы будем встречаться. Хоть и большинство из них мы убьем, но неплохо было бы знать, как себя с ними правильно вести. На харде в основном зомби делают 2 рывка, чтобы добраться до вас, и дистанцию во время них они сокращают намного активнее. Поэтому соблюдайте расстояние и не врубайте героя в надежде, что зомбак как по волшебству упадет именно перед вашими ногами. Даже если вы собрались отступать, не давайте зажать себя в угол, чтобы у вас всегда было пространство для маневра и всегда было куда отступить, а не упереться в какую-нибудь тумбочку. Самый простой способ обижать зомбарылого, помимо броска гранаты, флешки, ножа или торговли ебалом, ввести его в стан из огнестрела. Но на хардкоре это нужно делать не в голову, нет, а ноги. Так как в бошку он может не застанется из 5 выстрелов, в то время как по ногам нужно от 1 до 3. Смотря уже как вам повезет. И нет, не может быть такого, чтобы зомби не станился с 3 выстрелов. Если такое произошло, то значит, что вы попали в анимацию зомби, во время которого он получает урон, но не ловит стан. Во время этих же анимаций они на вас даже не нападают, но лучше не пытаться прорашить, особенно если не знаете их, так как окно может быть очень небольшим. Однако, если на вас наступает сразу 2 зомби, пробежать будет труднее, так как тут в большей степени преобладает рандом. Можно использовать более рискованный метод, но он требует практики. Подходите чуть дальше, чем начинается радиус атаки зомби, и резко отбегайте назад. Если все сделали правильно и поймали тайминг,
Зомби сделает 2 рывка и так и не достанет вас, и появится окно, чтобы можно было проскочить. Однако, повторюсь, это требует практики, ведь если начать бежать от него слишком рано, то он сделает 1 захват, в то время как вы, ожидая второго, раньше времени машинально можете повернуть назад и попасться в его объятия. Также можно просто неверно высчитать тайминг окончания второго захвата и под самый конец также начать бежать к нему. Однако даже если вы отбежали рано, то опять же, поймав нужный тайминг, можно и избежать одиночного захвата. Главное в это время не спровоцировать его на второй опять-таки захват и никуда не упереться. Если стреляете усиленными патронами в голову, это ваншот. Однако в суете не всегда получается поймать этот маятник, и если хотите просто избежать урона, а вас почти зажали в угол, то просто данными снарядами шмаляйте в тело. Автоматом мы будем пользоваться только полностью прокачанным, но скорее всего не в зомби, а если ситуация будет вынуждать, он отлично отсекает ноги. Автоматом без апгрейда лучше не пользоваться, так как и урон будет меньше, и патроны он выплевывает очень и очень хорошо. Собственно, как и кислотные снаряды. Просто в тело лучше не стрелять, так как зомбака они по-любому оставят живых. Но вы хотя бы получите окно, чтобы проскочить. Кислотой лучше стрелять в ноги, так как в большинстве случаев это заставит недруга принять упор лежа. Огонь убивает зомбака, но не делает это сразу, а со временем. Поэтому имейте в виду, что пока зомби горит, он все еще может успеть вас цапнуть. Если будете стрелять электропушкой, то только в голову. И желательно по одиночным целям, по понятным причинам, так как выстрел нужно будет удержать до конца. Рекомендую сначала полностью глянуть гайд и решить, какой из способов вам подходит лучше. Может, вы не будете возвращаться в участок и избавите себя от лишней беготни. Может, не будете подбирать автомат и сосредоточитесь только на кислотных снарядах. Или же наоборот, будете активно использовать только его. Как только встретите первого зомби, в наглую пробегайте его с правой стороны и цепляйте ключ. Но назад не спешите, мы ведь не спидраним, и не будем исполнять то, чего не требует ситуация. Дождитесь, когда он скроется с правой стороны, и смело бегите к выходу. Бывает такое, что он может пойти сразу на вас. В таком случае стреляйте по коленям, так как увернуться может не хватить места. Да хотя даже если вас укусит, ничего страшного. Можете даже специально торгануть лицом, так как ХП у вас восстановится, как только вы получите управление над персонажем после аварии. Стоит отметить еще, что раненые женские персонажи бегают быстрее. Имею в виду не с красным здоровьем, а желтым. Поэтому рекомендую залезть вот под этого зомби. Сильно он вас не укусит, а как раз доведет до нужного состояния. Бывает, он, кстати, промахивается. И если вы так пробежите хотя бы половину игры, то сильно сэкономите время. Уж молчу про всю игру. И речь не о каких-то там 10 секундах, а боюсь соврать, ну где-то минут 5-10 точно сэкономите. Минус из всего этого только один, что для некоторых противников с таким ХП вы будете ваншотным. Например, к захвату ликера, G-паразита, и если повезет, зомбак может свалить вас с лестницы и также сожрать за один укус. Если где-то получаете урон здесь, то лучше начинайте сначала, пока, так сказать, далеко не убежали. Здесь нам пока ничего собирать не нужно, чтобы впустую не тратить время, это все соберем по ходовой позже. Катсцены, кстати, если что, можете не скипать, они время не едят, забыл сказать ранее. Использование спреев также не влияет на ранг, поэтому можете заюзать хоть все хилки в игре, на результате это никак не отобразится. Собираем патроны у трупа и заранее включаем свет. Сюда мы, скорее всего, еще вернемся. Из толчка также не забываем взять спрей, мало ли что-то здесь пойдет не так. Я буду стараться носить с собой хотя бы одну хилку, чтобы вы могли делать то же самое, опираясь на мое прохождение. Агрим товарища, который долбится в дверь, и отбегаем за стол, тем самым провоцируя его пролезть по нему, а сами же спокойно убегаем. Обратите внимание, что через окно залазит еще один зомби, но мы его просто игнорим. Однако дальше лучше не мешкать, так как он будет дышать нам в спину. Путь к спасению перекрывает парочка, которая в 90% случаев падает с 3 выстрелов. Но бывает из 4, а бывает и вообще с 1. Можете даже в голову им не стрелять. Однако у Клэр еще нет апгрейда, учтите, что перезаряжаться она будет дольше.
но зомби сзади не должен вас догнать. В идеале сразу же убегайте отсюда. Однако здесь есть еще одно помещение, в котором лежит доска и 10 патронов, но брать я ее не рекомендую. Она сильно не зароляет, а все, что нужно, мы и так заколотим. Вдобавок, чтобы ее взять более безопасно, нужно дождаться, когда жердяй выйдет оттуда. Застанить его. Быстро все схватить, высмотреть, где находится этот жердяй и не попасться ему. При необходимости опять-таки застанет. А если очень сильно повезет, то сюда успеет прийти товарищ, который ранее залезал в окно, и вас похоронит в этой комнате. А если и спастись удастся, то цена вопроса будет просранный спрей и 4 патрона. Можно этот сегмент пройти по-другому. Подойти к двери, но не очень близко, иначе КВР словит стан и после открытия резко выскочить. Однако мало того, что вас этот челик может укусить, так он же еще может поднасрать в будущем, но об этом позже. Поэтому лучше заставить его лезть через стол. В этом случае он никуда не денется из комнаты. А ту самую парочку можно просто пробежать. В 80% случаев схватить вас не успеет, так как они находятся в той самой анимации, когда зомби вас не атакует. В ином же случае нужно немного пробежать в сторону, чтобы зомби перестал гнаться за вами. По карте выглядеть это должно примерно так. Но повторюсь, скорее всего сюда мы еще придем, поэтому лучше их убить, чтобы в будущем они не подпортили нам ХП. Получаем нож Марвина, также ничего сюжетного не собираем, а сразу разрезаем ленту. И пока есть время, берем спрей и складываем все ненужное в ящик. Оставляем только пистолет и патроны. Без аптечки тоже не останемся, а подберем вот здесь вот зеленую траву. Также хочу еще заметить, старайтесь облизывать углы. Но не прям так в каком-то лютом спидране, а главное не делайте большие крюки. Кажется, что это незначительно, какие-то лишь пару секунд. Но долгий поворот там, долгий поворот здесь, и вот вы уже в сумме потеряли 2 минуты. В ящике тоже долго не сидите. Если вдруг забыли, что хотите взять, лучше выйдите, нажмите паузу и обдумайте ваши действия. Если взяли доску ранее, можете заколотить вот это окно. Если же нет, то просто бегите дальше, не обращая внимания на эту даму. Убивать ее нет смысла, так как она позже пропадет. А если повезет, мы с ней даже и не встретимся. Я не всегда буду делать акцент на подборе обычных патронов, так как вы и так все это видите на экране. Скажи, мы спидраном все это видим на экране. Ладно. Этот коридор желательно зачистить, так как позже здесь появятся ликеры и будет не совсем комфортно бегать здесь. Этот жердяй часто критует, в ином же случае редко когда ест больше 6 или 7 патронов. А вот этот вот парень настоящая губка для пуль, если не кританет, так как ХП у него всегда много. Заранее убедитесь, что у вас есть путь отхода, и следите, чтобы пистолет был всегда заряжен, так как апгрейда, как уже говорил, пока еще нет. И если вы встали в коридор, а зомбак начал гулять из стороны в сторону, не ведитесь, это байт. Далее в оружейный вводим цифру 109 и берем патроны. Пленку подбирать не нужно. Двигаемся в противоположную дверь. Этот парень никогда не поднимется, пока вы не пробежите в этом проходе. Ровно как и этот челик не будет создавать нам проблемы, пока мы не войдем через эту дверь или не начнем бегать на этой площадке. Поэтому, если у вас примерно такое же количество патронов, как и у меня, в принципе, можете убить его. Но тут уже решайте сами, когда, кого и где убивать. Но самое главное, если где-то кого-то не убиваете, не забывайте про них. 9, 15, 7. Нет. МРГ. Собираем остаток лута и не забываем не бегать с правой стороны. Закрываем путь досками в участок этому товарищу, берем траву, но пока в сейфрум не заходим. Подбираем на 2-м этаже у дамы патроны, пока она нам не опасна, она встанет чуть позже. И нейтрализуем данного товарища. Убеждаемся, что он мертв. После беремся и за саму дамочку. И также следим, чтобы никуда не упереться, если нужно будет отбежать.
Смешиваем красную с зеленой, цепляем переносной сейф и решаем сразу же загадку. Больше здесь ничего пока брать не надо. Поднимаемся еще выше, собираем все, что плохо лежит, открываем шкафчик, DCM, цепляем патроны автомата и несемся в сейф-рум. Сбрасываем все, кроме пистолета и патронов, и также одной хилки. Теперь возвращаемся на 3-й этаж, цепляем ключ и держим путь в библиотеку. Старайтесь, чтобы сюжетные предметы, которые надо использовать, тем более не один раз, лежали в первой ячейке. Лучше один раз переместить ее на первый слот, даже если персонаж предлагает положить ее в самый конец, чем постоянно клацать до конца. По пути обязательно соберите все патроны и особенно доску. Она нам скоро пригодится. Вот этого товарища также лучше убить, чтобы в будущем он не создавал проблемы. Стреляйте до тех пор, пока он не упадет. Свалился. Умер. Теперь желательно зачистить всю библиотеку, чтобы в будущем догонялки с тираном были только раз на раз. Не забудьте, кстати, взять нож, когда диалог с Марвином закончится. Однако, если с патронами туго, то тогда лучше убейте хотя бы бродящую девицу, так как она одна, кто находится в состоянии поиска пищи. Зомби, который дожирает труп, можете вообще не трогать. Он так и будет все время хавать, пока вы сами не потревожите его, включая световую гранату, или не начнете взаимодействовать с лестницей. Неважно, спускаться или подниматься, или пока вы не провалитесь. Книга тоже лишней не будет, так что цепляем ее сразу. Этот зомби тоже будет сидеть и ничего не делать, пока вы не подойдете к нему ближе. Можете бегать мимо него туда-сюда, держась правой стороны или левой, смотря откуда вы заходите. Но лучше убить, чтобы уже не ограничивать себя в перемещении. В конце второго этажа также лежат патроны. После решаем загадку со статуей льва. Лев, ветка, орел. Но и к Марвину пока не спускаемся. Ровно как и не собираем ничего здесь вот. Основа – взять вторую доску. Также по ходовой цепанем карточку, чтобы в будущем она не занимала у нас место. Несмотря на то, что инвентарь у нас полон, берем руку статуи и сразу же соединяем с книгой. Благо, игра такое позволяет и получаем скипетр. Теперь же двигаем к Марвину.
Вставляем одну медаль и открываем крайнюю закрытую дверь. Избавляемся от ключа. Теперь нужно использовать доски, которые мы взяли ранее, ведь если этого не сделать сейчас, то потом уже особого смысла и не будет, так как через эти окна залезут 4 зомбака, встреча с которыми нам не сильно-то нужна. Барышню, которую мы не убили ранее, имеет здесь 3 рандома места расположения. Первое – около этого окна. Если ее здесь нет, то считайте, что вам повезло. Второе – около второго окна. Если вы и здесь ее не видите, то значит она стоит около двери с правой стороны и не нападет на вас. Можете даже камеру на нее не поворачивать. Если же она перекрывает вам путь, то стреляйте по ногам. Я специально потрачу патроны, будто бы не повезло с рандомом. Теперь держим путь к ящику и также все выкладываем, кроме обычного пистолета и патронов. Аптечку мы возьмем сверху. А также открываем сейф. 6, 2, 11. И бежим навстречу с Леоном. Траву на окне также пока можете не подбирать. Пока идет диалог, берем доску, патроны и болторез. Помните зомбака, которого мы заставили лезть через стол? Так вот, если бы он вышел из комнаты, мог бы быть такой рандом, что он стоял бы либо рядом с дверью, либо прям впритык около нее. Так что зайти было бы вообще невозможно без гранаты и без урона. Но мы этого избежали, поэтому сразу ломимся открывать дверь болторезом, игнорируя челика, который опять-таки залезает в окно. В этой комнате лучше не мешкай, так как тот же зомби, который опять-таки лез в окно, может зайти сюда. Цепляем флешку, патроны и быстро забиваем окно. Также быстро берем вентиль, белый порох и сразу же поднимаем предохранитель. Вот этот вот товарищ обычно перекрывает путь. Если хотите сразу убежать, то стреляйте в ноги. В ином же случае оббегаем стол и берем еще порох. Можете сразу же сделать кислотные. И выбегаем. Главное, делайте все это быстро, особенно если отодвинули стул. Может быть такое, что если задержитесь, в дверь начнут ломиться зомби, и будет не совсем айси, если они зайдут. Хотя, в принципе, ту самую парочку мы убили. Поэтому может такого и не быть. Снова к ящику. Выбрасываем все то же, что и я, и берем кнопку и карточку. По пути наблюдаем результат нашей работы над окнами и то, как зомби пытаются попасть внутрь. Если забыли заколотить, то можно пробежать и так. Аккуратно высуньтесь из-за угла и застаньте зомби выстрелом, чтобы не было видно зомборылого, который вылазит из окна. Считайте, что вам повезло, если жердяй стоит у вас на виду. Также станем и пробегаем. Если его не видно, то значит он стоит за углом. Может чуть дальше, но так или иначе нужно быть аккуратным, чтобы не попасться. Крайний раз используем болторез и сразу же выкидываем. На его место берем детонатор. Не забываем флешку и цветок. Доска нам не нужна, поэтому оставляем ее так. Если вы решили убивать Биркина чисто ножом, то тогда ставим кнопку на цифру 3 и вводим 103. Если же вы не хотите брать сумку или возвращаться в участок в будущем, то ставьте на цифру 2. Не забываем зацепить гранатомет со снарядами и снова в комнату сохранения. Скоро у нас будет знакомство с новым противником в рамках игры – Ликер. В лобовую Ликера танковать не нужно, скорее он сам в этом преуспеет. Против него отлично работает электропушка, но только если он один.
В ином же случае его корефаны не дадут его в обиду. Он отлетает с 2 выстрелов как огненных снарядов, так и кислотных. Огонь наносит ему больше урона, но кислота дольше держит в оглушении. Рекомендую комбинировать с другим оружием. Выстрел огнем, и пока он горит, можете добивать либо с пистолета, либо автомата. Ведь во время его кривляния от огня он получает больше дамага. Собственно, и добивать его можно после того, как глушанули кислотными. Но выстрелов, тем более с пистолета, потребуется больше, имейте в виду. И вполне может быть такое, что он успеет скачить. Чтобы немного себя обезопасить от такой выходки, после выстрела из греника сразу можете его перезарядить. Но опять же имейте в виду, что и на нанесение урона время потребуется больше. Главное, не стреляйте огненными снарядами, когда он находится на стене или потолке. Урона он получит сразу больше, но от огня он отойдет почти моментально. Кидать световые гранаты, чтобы убежать от него, смысла нет, так как он довольно-таки быстро отойдет от них. Так еще же во время оглушения он начинает махать когтями по сторонам и может задеть вас. Можете попробовать убить его чисто с ножа. Благо от него он умирает хорошо, и если вы будете задевать сразу несколько частей тела, то каждый удар он будет ловить микростам до самой смерти. Но и обыграть вас тут он может без труда. Однако это гораздо легче, чем кажется на первый взгляд. Главное, дождитесь, когда он окажется на земле, иначе он может просто спикировать на вас. Как вариант, попробуйте комбинировать с огнем или кислотой, но не забывайте, что кислота глушит его надольше, но ударов ножом также потребуется больше. А от огня Клэр сама может начать отряхиваться, поэтому подходите аккуратно. И если вы попадетесь ему в захват с желтым здоровьем, он моментально вас прикончит. Попробуйте убить его разными способами, как я показывал во вставке, и уже от этого отталкивайтесь, какой способ вам ближе всего. Из ящика можете взять то, что взял я. Теперь можно полностью обшарить душевую на предмет снарядов. Пароль от ящика – Кэп. Используем венсель. Цепляем порох, как и патроны греника по дороге, и сразу бегом в офис Старс, игнорируя новую угрозу, так как, скорее всего, он сразу же будет вас атаковать. Проделываем все здесь тоже, что сделал я, все собираем и выходим на бой. В принципе, вы можете вообще не убивать его. Просто ходите здесь постоянно пешком и не задевайте его, и он вас не тронет. Главное, не забывайте, что он здесь и никуда не денется. Однако от греха подальше рекомендую все-таки его устранить. Лучше стрелять, конечно, кислотными, чем огненными. Выстрелите один раз, заранее откройте дверь, встаньте в проход, дождитесь, когда анимация пройдет, и шмальните еще раз. Убедитесь, что он мертв. Все. Цепляем порох и решаем загадку со статуей единорога. Близнецы, рыбы, скорпион, водолей. И снова выбегаем в библиотеку. Если вы не убили зомби, который хавает труп, то поднимайтесь по лестнице. Если же убили, то можете смело подниматься по трапу. Вставляем детонатор и выбегаем из комнаты в библиотеку и сразу же забегаем обратно. Делается это для того, чтобы шкаф не упал и не перекрыл нам путь.
Зомбака мы убили ранее, поэтому он нам уже не опасен. Решаем загадку со статуей женщины. Так, голова женщины, лук, змея. Здесь на вас готовится напасть еще один ликер, поэтому заранее приготовьте гранатомет. Можете убить его, можете один раз выстрелить либо из огня, либо из кислотных, и драпаем в главный холл. Вставляем все медали и готовимся к первому боссу. На локации с ним будет лежать много лута, поэтому в принципе можете сильно себе инвентарь не забивать. Однако для безопасности можете взять с собой всего да побольше, как говорится. К примеру, 3 ножа, 3 световые гранаты, одну гранату мы подберем снизу, 1 или 2 хилки, гранатомет, огненные снаряды и кислотные снаряды. Спускаемся вниз. Внизу берем первую гранату, хотя в идеале, конечно, лучше гранаты не тратить и оставить на последний бой, но одной не жалко. Теперь я вкратце объясню, как с ним можно сражаться. Я не просто так говорил вам собирать 3 ножа. Они нужны для Биркина первой формы. Ну, конечно, если собрались убивать его чисто без огнестрела. Я никогда не считал удара, сколько раз нужно его бить, так как у меня все надрочено до автоматизма. Делайте примерно как делаю я, двигаясь вокруг него, стараясь задевать сразу несколько частей тела. Когда он войдет в рейдж, скорее всего он начнет психовать и 3 раза ударит трубой по полу. Вам же нужно соблюдать некую дистанцию, чтобы он вас не задел. Ее нужно именно почувствовать. При этом стараться касаться ножом его. Однако его поведение может меняться в зависимости от вашего положения, и не только. Поэтому за место 3 ударов он может сразу схватить вас. После, конечно, он все равно попытается вас ударить, но если вы все сделали правильно, у него этого не выйдет и он сядет на колено. Лучше стараться оказаться где-то чуть у него за спиной, так как он будет либо повторять атаку с 3 ударами, либо попробует вас схватить. И если ему это удастся, то ничего страшного, за этим мы и брали 3 ножа. Конечно, если вы вовремя заметите его захват, лучше быстро нажать кнопку инвентаря и сменить нож на более сломанный, если, конечно, таковой имеется. Или же просто не отбиваться, чтобы сохранить его, к примеру, если у вас он остался один. У него есть еще одна атака, которую он делает с размаха. Заметить-то ее проще даже, чем остальные, но отбежать не всегда успеваешь. В этом случае он делает двойную атаку. От нее нужно только отбегать, и после окончания можете подходить еще. Обратите внимание, что я стою так, чтобы нож задевал одним ударом и тело, и руку. По звуку вы сами поймете, что делаете все правильно. Если вам не жалко световые гранаты, а за Клэр они сильно, в принципе-то, нужны и не будут, разве что на 2-ю форму Биркина, после того, как он впадет в ярость, киньте в него световые гранаты и режьте, пока он не сядет на колено. После наворачивайте круги, так как если вы кинете 2-ю светку сразу, она на него не сработает, так как у него есть кулдаун. Примерно 3 или 4 круга, в зависимости от того, как быстро вы бегаете, и можете кидать еще световую грену и повторять, пока не умрет.
Однако не теряйте его из виду, иначе он начнет косплеить Сэма Фишера. Благо, Клеросил вас предупредит об этом фразой. Если такое случилось, то просто отбегайте назад. Главное, не бойтесь подходить и бить его ножом. Благодаря этому вы сэкономите кучу патронов. Можете совмещать. Начинайте, как и в первом варианте, до тех пор, пока он не сядет на колено. Как только он начинает вставать, кидайте обычную грену и продолжайте резать, пока он не сядет второй раз. После кидайте световую гранату, но главное не так быстро, как обычную, иначе он не ослепнет. А лучше сами отбегите на расстояние на всякий случай и режьте, пока он не умрет. Не важно, что вы собрались, кстати, менять нож на гранаты или наоборот, но делайте это через меню, чтобы не терять время в бою или же случайно не мискликнуть. Можно сделать еще проще, если вначале не хотите крутиться с ним. Когда он впадает в ярость, сразу кидайте обычную гранату. На второй заход флешка. После того, как встанет на ноги второй раз, начинайте отбегать и делайте выстрел из огненного греника, сразу же переключаясь на кислотные, чтобы он застанился, и добивайте огнем. Если не хватает, то чередуйте огонь и кислоту. В теории можно попробовать и после кислоты подбегать и резать его ножом, но станется он не на очень надолго. А если вы все-таки решили расстрелять его из пистолета, то в голову или глаз куда стрелять без разницы. Вот, собственно, и все. Как видите, это легче, чем кажется. Однако, если сделали здесь сохранение, то рекомендую перепроходить это место, как и все последующие, где будете сейвиться, пока не пройдете, если не идеально, то максимально экономно. Как я уже говорил, здесь лежит много лута. На карте я ставками покажу, что где валяется, а вы уже решите, нужно оно вам или нет. Если инвентарь у вас забит, и вы жадный на лут, то придется сбегать до ящика туда и обратно, так как помимо этого еще и наверху лежат расходники. Если же вам все это не нужно, то возьмите, главное, гранату и патроны. Как будете готовы, из ящика берем большой магазин, патроны, огненный снаряд, зеленую траву, из нее делаем полноценную усиленную хилку и порох. Позже подберем белый и смешаем. Здесь пока делать нечего. Двигаем в тир.
Там нам нужно взять желтую коробку и в самой зоне тира около зомби подобрать огненные снаряды. Опасаться тут нечего, на вас пока не нападут, если вы намеренно к этому не подведете. Теперь возвращаемся на стоянку. Открываем желтый ящик. Используем ключ и сразу же выбрасываем. Из багажника забираем новый пистолет и сразу же объединяем с большим магазином. Теперь нет надобности ждать сжатия перекрестия для полного внесения урона по той причине, что прицелом нет вообще, так как данный ствол оснащен лазером, и урон теперь всегда будет фиксированный. Разве что шанс крита становится в разы меньше, но тем не менее он все еще есть. На этого ликера не обращаем внимания, он просто убежит. Но если вы начнете стрелять по нему, то тогда он на вас нападет. Хотя, честно, вроде бы ни разу не нападал, просто я быстро его убивал, но не суть. Не забываем про синюю траву. Аккуратно открываем дверь и посылаем выстрел в ликера. И расстреливаем его. В саму комнату не заходите, а стойте именно в дверях, чтобы можно было в случае чего быстро отступить, так как здесь 2 ликера, и второй по-любому побежит на вас. Но я здесь не очень хорошо стрелял и не добил его. Если такое происходит, то просто выбегайте, ждите, когда они успокоятся, и заходите еще раз. Справа также возьмите белый порох и смешайте с обычным. Если не получается добиться с первого раза нужного рандома ликеров, то именно выбегайте. Не выходите, а выбегайте, чтобы сагрить ликеров, и они изменили свое месторасположение. Ждите, когда они успокоятся, и заходите по новой. В морге выдвигаем второй от двери стеллаж. Объединяем красную траву с другими травами для получения более сильной аптечки и задвигаем обратно, чтобы она нам не мешала в будущем. Теперь же с этой стороны последнюю, так как там нам нужно взять световую гранату. Ее уже можете не задвигать. На другой стороне отодвигаем вторую от стены. Заранее можете встать поудобнее, так как после того, как возьмем ключ, зомби оживут, и нужно будет сразу же убежать отсюда. Если же вы убили ликеров, то опасаться нечего, смело бегите дальше, но при выходе из комнаты переходите на шаг. Этих ликеров вообще можно не убивать. Когда вы первый раз заходите в комнату, обойти их легко, так как мешать пройти вам, не сказать, что кто-то будет. А вот на обратном есть несколько способов. Несмотря на то, что ликер, казалось бы, стоит в центре, мимо него можно пройти. Главное, нужно идти впритык к стене, но при этом не сбрасывать скорость. И не реагировать на движение ликера, так как он в обязательном порядке вас почует. Можно, как уже говорил ранее, забегать и выбегать из комнаты, пока ликеры не окажутся оба на стене. И пройти будет гораздо легче. Но иногда из 5-го раза садиться на стену они упорно не хотят. А если очень сильно повезет, то к вам может выйти зомби, от которого мы убегали ранее. Но он обычно теряет к вам интерес, как только вы заходите к ликерам. Как уже сказал, перед выходом перейдите на шаг, так как за углом на потолке нас будет ждать еще один ликер. Чтобы он вас не спалил, нужно держаться правой стороны. Раньше я думал, что он вас палит как-то по скриптам и пройти мимо невозможно. А оказывается, это все из-за его анимации. Так как когда вы приближаетесь, он меняет позу, и вы можете задеть его голову. Минуя его, возвращаемся к закрытой двери в тире. Внутри лежит пленка, которую брать не нужно, чтобы не занимал место, и интересного на ней ничего не будет, и красная трава.
Однако учтите, что здесь все нужно делать бегом, так как зомби, у которых мы ранее украли огненные снаряды, дико этим недовольны и могут вас зажать в этой комнате. Поэтому быстро забираем траву и выбегаем. Однако, если в ней нет надобности, то и заходить не нужно, а просто используйте ключ, чтобы в будущем мы могли его просто выкинуть, а не таскать. Не забудьте опять перейти на шаг, когда будете выходить с тира. Теперь держим путь к лифту шефа. И в соседнем помещении берем белый порох, синюю траву и апгрейд для гренника. Если для чего-то не хватает места, ничего страшного, заберем это позже, когда будем уходить из участка. Как подниметесь, сделайте еще одну усиленную хилку и сбрасываем практически все, за исключением пистолета и патронов. И бежим за еще одним ключом и высовываем его из рамки. Двигаемся в первую очередь на верхний этаж. Первостепенно нужно забрать доску. И скорее всего сейчас мы много раз будем заходить в комнату сохранения. Устраняем всех зомбей в этой комнате. Ведь если это не сделать сейчас, в будущем они по скриптам нам создадут проблемы. Когда на хвосте у нас скорее всего будет еще и тиран. Поэтому сыграем на опережение. В процессе подбираем синюю траву и красные снаряды, и большую шестеренку. Тут я ее не взял, но я это сделаю чуть позже. Из закрытой двери забираем оранжевую коробку и нож. Теперь выкладываем все найденное в ящик, кроме доски, и бежим вниз. Воевать там нам, по сути, будет не с кем. Перекрываем окно зомби. В конце коридора хватаем белый порох и залетаем в одну дверь, которую мы можем открыть новым найденным ключом. Здесь нас дожидается патрона пистолета и коробка, из которой в будущем мы получим флеш-карту. Но выбегать не спешим, так как сюда залетит ликер. И чтобы не вступать с ним в бой после подбора коробки, заранее возьмите курс на центр окна и перепрыгивайте, как только оно разобьется. У трупа лежит порох, а после перепрыгиваем и просто выходим, так как ликер потерял нас из-за нашего мува. Если вы не заколотили окно раньше, то зомби, который ломился, скорее всего, будет стоять буквально в паре метров от двери, поэтому лучше к этому не приводить. Снова мчимся в комнату сохранения. Оставляем только патрон для пистолета, ну и сам пистолет. Остальное пока можно не брать, так как сюда мы еще вернемся через пару минут. Да, слишком много лишнего движняка, да и по идее это все можно не собирать.
Для безопасности данную дамочку лучше убить, так как дальше встанет еще один противник. Однако, если вы в себе уверены, то можете, как обычно, оббежать, постреляв в колено. Также, не забыв здесь взять 2 зеленые травы. Дергаем ручку наверху и снова в комнату сохранения, чтобы подготовиться к тому, что нас будет ждать и сбросить лишнее. Оставляем пистолетные патроны, пистолет, ключ, синюю и зеленую траву, одну световую грену на случай, если кто-то зажмет или тиран схватит, большую шестеренку, гранатомет и либо огненные, либо кислотные к нему снаряды. Сейчас нас ждет еще один новый противник – Тиран. Товарищ, который в свое время раз за разом загонял всех в сейф-рум. Убить его невозможно, а только временно вывести из строя. Но мы не будем этим заниматься в данном прохождении, но если интересно, в таком состоянии он сидит примерно 30 секунд. Одолеть его легче, чем кажется, ведь хп у него столько же, сколько и у Ликера – 1500. Разве что урон идет только в голову. Если тиран, как и в оригинале, находится далеко от вас, он будет ускорять шаг и автоматом снижать его, когда приблизится к вам. Хотя по прямой он вас никогда не догонит. За тем исключением, если вы не будете стрелять по нему, тогда он ускорится еще сильнее. Как я говорил выше, хотя лучше огонь по нему не открывать, но при достаточном уроне он словит микростан, которым можно воспользоваться, чтобы пробежать мимо. Если нанесете более серьезный урон, то он отшатнется назад еще сильнее, а после, как уже говорил, присядет на 30 секунд. Если нужно пробежать мимо, напрямую ломиться не надо, точно, так как он не даст этого сделать. Научитесь агрить его на атаку и отбегать назад. Почти точно так же, как зомби, но сделать это гораздо легче. Вот только когда начнете оббегать его, все равно держаться нужно чуть дальше, иначе он откинет вас. В узком помещении тоже есть трюк, как его проскочить, но требует быстрой реакции. Как только он начинает подходить, цельтесь ему в голову. Тиран с разбега попробует налететь на вас, а вам же остается оббежать его с той стороны, откуда не летит его кулак. Откинуть вас в таком случае он не сможет. Если очкуете, что не получится, то просто начинайте спамить кнопку паузы или же меню, чтобы увидеть, какой именно рукой он замахнулся, и бежать в другую сторону. Встречаться мы будем с ним не так часто, если, конечно, вы не будете отклоняться от маршрута. Но лучше все-таки таскать с собой либо нож, либо световые гранаты, чтобы спастись, если вдруг попадетесь в его ваншотную атаку. Можно, конечно, еще юзать стратку со световой греной, которую нужно кинуть заранее и попытаться в наглую проскочить мимо него. Он попытается вас отбросить, но если все сделали по таймингу, он ослепнет и даст вам возможность пройти, а вы даже не потеряете здоровье, так как анимация не пройдет до конца. В данном случае не будем геройствовать и просто выманиваем его на открытую местность и закружим. Бежим через второй этаж в ту самую комнату, где я и говорю, чтобы скорее всего мы будем бегать, и так и есть. Важно! Если вы хотите взять вторую сумку сейчас,
то тогда вам заранее нужно взять другой ключ и заюзать его в коридоре с офисом Старс. Однако я это сделаю чуть позже, чтобы на хвосте не было тирана. Также, как я говорил, что данная площадка является триггером для зомби, который сидит у сейфа. Когда будете выходить, перейдите на шаг, так как здесь появился ликер, которого посылаем выстрел с гренника и расстреливаем. Цепляем домкрат и гранату. Избавляемся от ключа, кстати. Скорее всего, сюда придет тиран, так как обычно здесь для него срабатывает триггер. Но бывает такое, что он где-то заблудится по дороге, поэтому лучше привлечь его внимание выстрелом и просто обкружить в этой комнате. Лучше уж точно знать, что он находится где-то сзади, чем внезапно словить кулак из-за угла. Аккуратнее, в этой комнате бродит ставший зомби, не попадитесь ему, если, конечно, вы его не убили ранее. И далее курс в библиотеку. Юзаем домкрат. И двигаем шкафы. Их можно двигать сразу несколько за раз. Поднимаемся на 3-й этаж. И бежим до конца в последнюю дверь справа. Точнее, в единственную дверь справа. Тиран не должен успеть Слева можете стрелять с кислотами в ноги зомби. И здесь все по стандарту. Опускаем лестницу, меняем местами шестеренки, не забыв при этом взять большой порох в другом помещении, и берем вторую оранжевую коробку. Перед тем, как выйти, прислушайтесь, где ходит тиран. Желательно, чтобы он ушел обратно в библиотеку. Аккуратно откройте дверь, чтобы не попасться зомби, и бегите на другую сторону до конца. Если бы мы здесь не убили ранее зомбарылых, они бы встретили сейчас нас с двух сторон. Если вы не подобрали еще одну оранжевую коробку ранее, то сейчас это сделать последняя возможность. Бежим в комнату сохранения и забираем вторую коробку. И снаряжаемся примерно как я. Заранее готовимся к игре после сегмента за Шелли, чтобы опять не лазить в ящик.
Подходим к щитку, вставляем все необходимое и решаем загадку. Решение выглядит так. Where's that? За Шерри я вообще хотел удалить сегмент, но решил просто оставить его без комментариев, разве что решение кубиков выглядит примерно вот так вот. Последний оставляете на месте, разве что нужно немного повертеть его. Второй кубик ставим на первое место, а третий на второе. What is this? How does he get around here? Oh no, it's him. You're gonna be so fucking sorry! Go away! Help! Somebody, please! You stupid bitch, that's a dead end! It's all over now! Doors locked! Where are you? Show yourself! I know you're in here! The longer it takes me to find you, the worse it's gonna be! Oh god. Oh god. Little bitch has gotta be here somewhere. Ugh. Oh. God damn it! Son of a bitch. No more. No more. Please. This is your last fucking chance! Show yourself! Now! Oh, fuck! It burns! Fuck is my key? I see you. Hurry. 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 I'm coming in, Sherry! Get over here, you little bitch! Good to see you again, Claire. Получив ключ-карту, двигаемся на стоянку.
Если вдруг что-то не взяли в этой комнате, самое время это сделать, так как сюда мы возвращаться уже не будем. Юзаем карту. На наш след выйдет тиран, но мы не будем ему потакать и устраивать бой. Поэтому просто оббегите вокруг машины, если нужно 2 раза, и уносите ноги, по пути не забыв взять зеленую траву. Как я говорил, тиран по прямой вас не догонит, но ситуацию попытается осложнить 2 зомби спереди. Можете, конечно, кинуть световые гранаты, но лучше поэкономить и сделать круг по локации, чтобы зомби сами вышли из двери. Однако один у меня там застрял. Вот сколько я играю, такое у меня случилось впервые. После же, при первой возможности проскакиваем, и тиран прекратит преследование. Сейчас будет новый вид противников – собаки. Про них я не буду делать отдельные вставки, так как сказать особо нечего. Имеет мало хп, но при этом очень быстрые. В эту даму можете вообще не стрелять, а аккуратно пройти мимо нее, и она не обратит на вас внимания. Однако все равно рекомендую следить за ее рожей, ведь если она начнет поворачивать ее к вам, то считайте, что вы спалились. За забором убиваем первую собаку. Как только выйдете, на машину запрыгнет еще одна псина. Убиваем ее таким же макаром, как и я. Конечно, бывает, она и оббегает машину, поэтому будьте готовы. И не надо недооценивать даже одну собаку, так как ее одной хватит, чтобы даже с полным хп устроить вам телепорт до ближайшего сохранения. Она просто банально прыгает вам на спину, тем самым доводя вас до красного состояния, и потом слегка толкает и... ГГ. Через забор устраняем еще 2 собак. Цепляем лут на лавочке и добиваем 3-ю. Аккуратнее, если будете мазать или как-нибудь тормозить, они к вам перелезут. Около автобуса нас дожидается синяя трава. А также, подойдя к углу, нужно прицелиться и попробовать поймать в прицел последнюю собаку. И либо также убивать ее, пытаясь поймать на анимации прыжка. Либо дождаться, когда она сама перепрыгнет, и убить ее. В ином же случае, как выйдем с автобуса, она сразу же может кинуться, что не очень приятно. В самом автобусе не забудьте взять гранату. И прямиком в приют. Там, на 2-м этаже, цепляем спрей и патроны для автомата. Несемся к Шерри. И вместе с ней к лифту. Оказавшись в новой локации, заходим в комнату сохранения и подбираем усиленные патроны для 5-зарядного пистолета. Но пока они для нас бесполезны, так как нет нужного апгрейда.
Снаряжаемся примерно как я и двигаем в путь. Keep going. Здесь нас будут ожидать новые противники. G-паразиты. Но прямо сейчас на нас никто не нападет. Я про них вспомнил, так как сказать, у Леона они встречаются раньше, чем у Клэр. Here. В этой комнате находится 3 зомби. 2 справа и 1 в позе лежа. Резко забегаем прямо и кидаем световую гранату. Но я ее кинул задницей, так как жердяй не успел выйти из анимации и не ослеп. Вам же лучше отойти чуть дальше за аппаратуру. Берем на его месте огненный снаряд. Забираем патроны автомата из ящика. С, З, Ф. И уносим ноги. Сразу опустим ручку, чтобы мост опускался, пока делаем дела. А сами немного подготовим головоломку, а именно переставим коня на свое место, а после слона. Теперь залезаем в ящик. Меняем пистолет на 5-зарядный, берем усиленный патрон к нему, так как очень скоро мы возьмем апгрейд. Цепляем нож на всякий случай. И наконец-то осматриваем скипетр. Получаем драгоценный камень и соединяем с коробкой. Забираем флеш-карту и можете, в принципе, взять ее сразу, а можете использовать потом. Но обычно я беру ее сразу. Ведь применить ее нужно 2 раза, а есть дебильная привычка оставить ее в компе и убежать без нее. Аптечек можно с собой не брать, по пути мы состряпаем одну усиленную. Цепляем рукоятку и бежим на другую сторону к сейфу. Синюю траву пока можете не подбирать, иначе отдыхающий товарищ проснется. Хотя, в принципе, можете убить его, пока он лежит. Но только после того, как откроете сейф, код которого написан на нем сбоку, и установите апгрейд. Теперь спускаемся вниз по лестнице и убиваем всех, кто пытается составить проблемы. Только не мажьте, как я. Этого жердяя также убейте сразу, иначе потом он нападет на вас. Используем рукоятку и двигаем дальше.
Только вот вниз спускаться не надо, туда мы пойдем попозже. Здесь основа – это взять ключ и возвращаться назад. И изначально мы сходим в участок, а к этому месту подготовимся отдельно. Берем все, что плохо лежит, особенно гранату. Здесь нам впервые повстречается, как я уже говорил, новый противник, которого мы просто пробегаем, держась левой стороны. Про них я расскажу чуть позже. Здесь также еще лежат усиленные патроны. Наверху основное – это взять пленку, так как без нее особого смысла возвращаться в участок нет. Желательно убить всех, чтобы никто нам не мешал, и мы могли тут спокойно бегать. Если есть нужда в ноже, то его можно подобрать здесь. У меня сейчас особо нету места, поэтому тут я все собирать не стал, а просто заранее открыл двери, чтобы избавиться от ключа. И далее держим путь к лифту и в участок. Дорога приведет нас на знакомую локацию, рядом с которой был бой с первым боссом. Если вы взяли флешку, применяем ее и получаем первый апгрейд на автомат. Не забываем забрать флешку обратно. И уже знакомой дорогой возвращаемся в секретную комнату и изнутри открываем ее. Набираем все то же, что и я, и бежим через библиотеку в коридор, где мы встретили первого ликера. Если его не убивали, то не забудьте про него. Открываем дверь ключом и помимо пороха берем второй переносной сейф, из которого вытаскиваем кнопку. Бежим в комнату сохранения на первом этаже и проявляем пленку, также избавляясь от всего лишнего.
Теперь в оружейную вставляем крайнюю кнопку и забираем оставшийся лут. Вводим 102, 203, 208 и после снова держим путь в офис Старс. В столе Вескер берем еще один апгрейд на автомат, место расположения которого мы узнали из проявленной пленки, и используем на компе флешку, чтобы забрать сам автомат. Теперь в другую часть полицейского участка, в коридоре, где был разорван полицейский из начала, Эллиот. И забираем иглу для электропушки. Конечно, если вы не собираетесь ее использовать вообще, то можете не подбирать снаряды. Все. Теперь больше здесь нам нечем заниматься и держим путь обратно в канализацию. Рукоятка нам больше не нужна, поэтому брать ее смысла также нету. Соединяем полностью автомат. Возьмем к нему на всякий случай 200 патронов. Если нет, то создайте, объединив 2 белых пороха. Хотя, может быть, вы будете играть через кислотный, это уже решите сами, когда полностью посмотрите гайд. На всякий случай одну усиленную аптечку и греник хотя бы с одним огненным снарядом. Теперь пришло время рассказать про новых противников. Первостепенно покажу, как с ними бороться. Если попадете в глаз с электропушки и удержите до конца, это ваншот. Не касается тех, у кого глаз защищен, тогда выстрелов потребуется 3. Полностью прокачанный автомат также хорошо себя показывает против них, поэтому не брезгуйте использовать. Можете комбинировать автомат с огненными гранатами, и умрет он еще быстрее. Минусом может сыграть то, что из-за огня глаз становится плохо видно, и можно выпустить мимо кучу патронов. А чтобы убить его огненными, понадобится примерно 2 выстрела. За исключением тех, у кого глаз защищен. На защищенных огонь также действует хуже, но не знайте, что снаряды становятся говном. Кислотные выстрелы наносят значительно меньше урона, но вводит его в небольшой стан, во время которого в теории можно попробовать пробежать, но лучше не рисковать, так как стан очень маленький. Либо также нашпиговать с автомата в глаз. А если все-таки вы решили пробежать, то тогда уже лучше сделать выстрел с огненного снаряда. Если появилась нужда, повторюсь, опять-таки прорашить мимо него, или если он вас схватил, вы отбились ножом, то лучше отбегайте назад. Очень редко он даст вам пробежать, скорее всего, сразу же вас опять схватит. Если не хотите рисковать, то можно просто кинуть гранату, или отбиться ей, неважно, и в наглое пробегать. Если никуда не упретесь, то вы успеете это сделать. Флешками также можно оглушить его, но только для того, чтобы перевести дух, так как он как кликер начнет махать руками в разные стороны и может вас задеть. Если он вас схватил с желтым здоровьем и вам нечем отбиться, это ваншот. Однако, если у вас полное ХП и вам не жалко травы,
то можете дать ему себя заразить. И после, пока герой будет кашлять, просто в наглую пройти пешком, так как он будет временно стоять и понтоваться. Также, если он вас не заблочит и вы никуда не упретесь, он вас пропустит. Если на пути вы заметили, как из-под воды торчит его тушка, подойдите заранее поближе, но не впритык. Сделайте выстрел не из гранатомета и прочего, а пистолета или автомата. Он резко выскочит, а вы сможете быстро пробежать. Однако, если вы побежите рано, то Клэр словит стан и он вас схватит. Если он мешает вам слезть с возвышенности, то можете просто немного пострелять по нему и смело спрыгивать вниз, так как он начнет нырять под воду, ведь он не такой дебил, чтобы на ровном месте просто получать урон. Однако тоже не мешкайте, ведь он резко выскочит. Если вы проделали то же самое, а он находился где-то далеко, то еще не факт, что вы его увидите вообще в этом месте. А в худшем он может переместиться куда угодно. В таких случаях лучше идти пешком или вообще задом. Так будет больше шансов, что после микростана Клэр он не успеет вас схватить. Если он предлагает вам дать 5, то можете просто отбежать назад. Или же сделать выстрел у него, например, с электропушки. Но не держите до конца, а просто сделайте выстрел. В принципе, это касается и гранатомета, и прочего. Хотя, если честно, гранатомет я не проверял, но имейте в виду. Можно и просто агрить их на атаку и отбегать. Все зависит от расстояния, на каком произошел агро врага. Если вы находились далеко, то скорее всего он попытается упасть на вас всем весом. Будьте осторожны, атака бьет дальше, чем кажется, даже если не нанесет урона. После окончания можно пробегать. Конечно, если вы будете далеко, он может на вас напускать своих питомцев. В таком случае следите за барашками на воде. Или же просто забирайтесь на возвышенность, и они через время сами сдохнут. Кстати, пока он их пускает, также можно пробежать, но бывает такое, что он может дать сдачи. Если сделали агро слишком близко, он попытается вас схватить. Если же дистанция была средней, то он просто попытается вас ударить. Может как один раз, а может и два. Держим путь в канализацию, при этом собирая все то, что не собрали ранее, включая другую открытую дверь ключом. Не забудьте взять штекер, он сюжетно важен. Когда вы спуститесь вниз, вам может встретиться джип-паразит. Если он мешает вам спуститься, как уже говорил в видео, просто выстрелите в него. Он нырнет, а вы должны будете успеть проскочить. Если же он преграждает вам путь, то можете, как в гайде, попробовать пробежать. Или же убить его, но рекомендую немного поэкономить. Снова в сейф-рум. Заранее вставляем штекер и готовимся к одному, наверное, из самых сложных мест в канализации. Цепляйте примерно то же, что и я. Если вы умеете их оббегать, то можете попробовать. Если же сомневаетесь, то проще их убить. Для этого нам понадобится автомат, грубо говоря, 200 патронов к нему, греник с огненными зарядами, хотя бы 5 штук на всякий случай, одну усиленную аптечку, ну и на всякий случай гранаты. 4, а лучше 5 мест держите свободными, когда соберетесь в этот поход.
Убить же паразитов не так сложно, как уже говорил, зато будете бегать здесь спокойно. После боя за углом восполняем небольшую потерю патронов автомата. Далее нападет еще один противник такого же калибра. Можете его просто пробежать, но скорее всего он вас встретит на обратном пути. Поэтому, если не брезгуете, можете также убить его. Здесь нам нужно в правильном порядке поставить и после забрать 2 оставшихся штекера. Разобрать синюю и красную траву также не будет лишним. Соединяем ее с зеленой, которую, надеюсь, вы подобрали ранее. Также опять-таки заранее можете убить свисающего зомби, так как он по-любому нападет на вас. И делаем все то же, что и я. При этом забирая электропушку, которая также в некоторых боях очень хорошо себя показывает. Но если вы решили играть без нее, то просто в будущем не забудьте и расстреляйте ее куда-нибудь. Несмотря на то, что мы здесь всех убили, рандомно может появиться еще один же паразит, и он может выскочить абсолютно где угодно. Даже в самом конце, когда уже вы хотели нажать кнопку, чтобы залезть. Правда, такое происходит редко, но бывает, поэтому заранее можно просто идти задом, чтобы было окно чуть больше, увернуться от его атаки. Далее вас попробует схватить еще один противник. Можете просто запрыгнуть наверх и избежать с ним столкновения. А как он нырнет, сразу же спрыгивать и бежать. Если вы не убили жирного зомби раньше, то он нападет на вас прямо сейчас. Расставляем все штекеры до конца. Стоять они должны в таком порядке. Слон, On my way. ладья, конь, пешка, ферзь, король. Теперь готовимся ко второму боссу. Биркин второй формы. Имеет 24 тысячи хп. У него самый дурацкий мувсет из всех боссов. Покажу изначально, как от него уворачиваться, но надеюсь, до этого не дойдет, так как это все требует практики. Поначалу он будет использовать 2 атаки.
А именно, прыжок на вас, во время которой нужно просто бежать в сторону. Или же серия из 3 ударов, от которой изначально нужно отбежать назад. И чтобы увернуться от 3-го удара, оббежать его на расстоянии, так как она автоматически аимится на вас. Главное, старайтесь держаться так, чтобы у вас всегда было место для маневра. Неважно, бежать в сторону или назад, иначе увернуться не получится. Когда снесете ему значительную часть ХП, он начнет делать серию из 5 ударов, от которой увернуться тяжелее, если не хватит места, конечно. Но принцип такой же, как и с тройной атакой. Сзади у него также стоять не нужно, иначе огребете. У него есть одна конченая атака, которую в основном он делает, когда вы уже валяетесь. В основном он промахивается, но бывает такое, что вы даже в меню зайти не успеете. Он может делать захват с места. Долгая атака, от которой также нужно отбегать назад. Бывает, что он начинает на вас бежать с разбега, и тут нужно держаться правой стороны, чтобы вы смогли спастись. Главное, не делайте это слишком рано, иначе он завернет за вами, но и слишком поздно, иначе есть вероятность, что вы попадетесь. Если не получается среагировать на его атаку, неважно прыжок или удар, то можете делать это через паузу. По нему можно вообще не стрелять, а просто 3 раза ударить контейнером. Первый и второй раз удар снесет ему по 7000 хп, а третий уже добьет. Но если не повезет, можно слить кучу аптечек. Чтобы скинуть его за 1 раз, вы должны снести ему половину хп. Конечно, можно чуть больше, но не суть. Забудьте про кислоту. Говно против него. Как и пистолетом, не следует атаковать его в лобовую, и даже усиленные патроны лучше оставить на обычных зомби. Против него неплохо выступает полностью прокачанный автомат. Однако патронов сожрет он очень много, поэтому лучше комбинировать с греником. Пока он пытается достать вас рукой, настреляйте по нему из автомата. Вы и время сократите и унесете примерно 1000 хп. После вы бегайте, но недалеко, иначе он побежит за вами. Но и близко также не стойте, потому что он будет делать серию из 3 ударов. Хотя может сразу из 5, неважно. Начинайте его обстреливать огненными гранатами, но не выплевывайте все сразу. Дайте огню немного прогореть. Да, урон он получает все время, а не только когда вы спрыгиваете на платформы. И лучше снести ему половину хп, когда он здесь. Так его проще будет контролировать, а не пытаться среагировать на его атаки. Если вы дофига уверены в себе, 4 раза стреляйте огненными. Спрыгивайте вниз. Запускайте контейнер. Стреляйте огненный и добивайте автоматом. Have I got a surprise for you? И ему конец. Ну, в подкрепу можете кинуть еще и флешку. Но лучше, конечно, выстрелить 6 раз, а чтобы уж наверняка 7, хотя 7 лишний, но можно, почему нет. Запускайте контейнер, сажайте с автомата. Возвращайте контейнер обратно, и чтобы он не добежал до вас, останавливаем его флешкой. Если что, она лежит на арене. Если вы хотите сэкономить, то можете проделать то же самое с электропушкой, но тут чуть сложнее, так как стрелять нужно именно в глаз и чувствовать дистанцию. Если вы не успеете нанести нужное количество урона, можно пробежать ему за спину во время окончания 5-й атаки. Также, когда решите бежать и спрыгивать вниз. Сагрите его на очередную серию и только потом бегите, иначе он ломанется за вами. Также, когда вы слепите его флешкой, он делает шаг вперед. Имейте в виду, что именно из-за этого шага он может не попасть под контейнер. Чего не скажешь о том, когда он садится после получения урона. Если интересно по глазу, который сзади, дамаг проходит сильнее. Можете проходить его тактикой, которая нравится больше, однако самое оптимальное это через гранатомет. Именно через нее я и буду ее проходить.
Решаем загадку, нажимая первый, второй и четвертый выключатели. Если он вас заденет, ничего страшного, урона вы не получите. И встаем вот в этот угол. Можете как просто стоять, если правильно вы опять-таки встанете, он вас не заденет, или внести ему дамаг, что я рекомендую сделать именно с автомата, так как вы снесете ему примерно 1000 хп. И делаем так же, как я вам говорил ранее. Один. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Дожидаемся его атаки и резко убегаем. Запускаем контейнер. Если нет флешки, то берите ее здесь сразу. Можете сразу начать расстреливать. Можете, если у вас больше, чем одна световая граната, кинуть световую грену. Можете полоснуть до этого его огнем. Или после. Запускаем контейнер. Дожидаемся рева и сразу же кидаем гранату. И ему конец. После хватаем Шерри и телепортируемся в лабораторию. На столе берите огненные снаряды. Если по какой-то причине не забрали гранатомет ранее, то он будет лежать здесь за место огненных. Держим путь к ящику и хватаем то же, что примерно и я. Хотя там в идеале нужно будет убить только одного зомби, а остальных легко пробежать. Здесь вас никто не тронет, если не будете мешкой. Справа берем гранату. Слева иглы. На столе лежат патроны для пистолета, однако я пробежал мимо, но если они вам нужны, можете подобрать и бегом на лестницу. Главное, не кидайте световую гранату, иначе некоторых зомбей вы триггернете раньше времени. Как спрыгнете, ходите пешком, так как за углом стоит противный бронированный зомби, который слышит вас и может подойти прямо впритык к двери. По дефолту он стоит слева, поэтому лучше сразу его убить. Собираем все, что можем, и возвращаемся обратно, при этом держась правой стороны, чтобы не выпустить зомби из комнаты, так как сюда мы еще вернемся. В ящик пока заходить не надо, по пути он все равно будет. Dr. Lee, your presence is urgently requested by Chief Cartwright in the East area.
Пробегаем до конца и выдвигаем мост. Берем все то же, что и я. Постараемся обезопасить себе маршрут для будущего и сожжем некоторых растений, которые нам будут явно мешать. Собственно, надо немного рассказать про них. Принцип такой же, как зомби, с той разницей в захвате, что они делают один рывок, но он длиннее, чем у того же зомбарылого, и срать они хотели на бросок световой гранатой, хотя ей вполне можно отбиться. Убить их можно только огнем. Если вам не жалко огненные, то с 2 зарядов они сгорят. Однако лучше дайте полностью прогореть первому выстрелу, чтобы уже наверняка. В ином же случае придется полностью расстрелять все слабые точки, без разницы, как вы будете это делать. Пистолетом, автоматом, комбинировать с ножом и прочее. Зато после этого для сожжения потребуется 1 огненный выстрел. Если сжигать не собираетесь, то после того, как повалили их, у них будут со временем восстанавливаться луковицы. И если вы их уничтожите до того, как он поднялся, то отсрочите его новое введение в бой. Если вы решили пробежать, то выстрел по их луковицам введет их в стан, который сам по себе немного рандомный и может длиться как 1 секунду, так и 5, во время которого он может как стоять на месте, так и резко сделать пару шагов к вам. Айви, который висит наверху, можно проскипать. Оно будет позже стоять в стороне и редко когда мешает. А вот то, которое стоит перед дверью, лучше уничтожить. Неважно, как вы будете это делать, главное, чтобы его не было в итоге. Хотя можете в принципе не убивать, если умеете оббегать. Хватаем световую гранату и вводим 2 пароля. 3. 1, 2, 3. 2, 0, 6, 7. Чтобы не наматывать лишний раз круги и не выяснять пароли. Берем картридж распылителя и бежим сжигать еще растения. Вот эту вот парочку можно сжечь, чтобы в будущем также не создавали нам препятствий. Хотя можно и прорашить разными способами. Один стоит прямо, другой висит наверху, которого можно сбить выстрелом. Здесь я попробовал сжечь одним выстрелом 2, но не фартануло. Как будете готовы, бежим решать очередную загадку, не забывая собрать весь лут, состоящий из пороха и гранаты. Красный, зеленый, синий, красный, зеленый, синий, красный, зеленый. Теперь держим путь обратно в комнату сохранения и подготовимся к следующему забегу.
Также можете взять примерно что и я, если пытаетесь проходить ровно за мной. Но надеюсь, вы все-таки выбрали другие методы, которые связаны все-таки с оббеганием некоторых товарищей. Здесь нужно убить 3 зомби, иначе они довольно-таки быстро встанут. Убивайте только тех, которых убил я. Их всего 3. Другие же просто декорации. В конце коридора на вас нападут 2 ликера. В первого сразу посылаем выстрел из гренника. Не обязательно огонь, можно и кислотой. Быстро прячемся за дверь, чтобы второй нас не достал. И добиваем первого. Потом пешком возвращаемся ко второму и также его уничтожаем. Поднимаемся на 3-й этаж. По пути можете убить зомби, можете убежать, уже как вы в себе уверены. Но если боеприпасы позволяет, конечно, лучше убить. Хватаем модулятор, все, что умещается, и двигаем вниз. Если не хватает места, не надо выкидывать, как я. За дверью, около которой мы полоснули зомби женского пола, комната сохранения. 2 ликеров, кстати, тоже можно было не убивать, а просто аккуратно ходить мимо них. Главное, что когда вы используете модулятор, они могут вас обкружить вокруг стола. На модуляторе вводим Мурф. Подаем питание и продвигаемся дальше. Welcome back, Dr. Lee. You have 5 new messages. Damn. Should have packed my... Здесь лежит порох, если, конечно, нужен. Вставляем картридж и потом в сейф-рум, где мы еще не были. Cooling complete. Основное это взять ножи или световые гранаты, да хоть что-нибудь, чтобы отбиться от растений, если вдруг вас схватит. Ну, кроме обычных гранат, их лучше оставить на финальный бой. Автомат или греник с кислотными, чтобы можно было обстреливать растения. Сразу по трапу не поднимаемся, за углом мы оставили большой порох.
Dispense. So much for the Вставляем картридж и несемся брать электронный чип, по пути высматривая, где и как валяется растение, чтобы примерно понимать, где нас могут поймать. Your actions have been logged, and you may be subject to disciplinary measures. Как будете выходить в дверь, аккуратней, у Клэр тут есть эксклюзивное растение, которого нету у Леона. Также не попадитесь другому Айви, про которого я говорил еще в самом начале. Но можете просто так же выстрелить в него, если кислот не позволяет. Теперь, получив модулятор, возвращаемся за сумкой. Заходите аккуратней, ведь если зомби вышли, они могут вас ждать здесь. Вводим move и снова в центральную локацию. Выдвигаем мост. И вводим ОСС. Так, и избавляемся от модулятора. В ящик можете не залазить, перед боссом он еще будет. Извлекаем G-вирус и готовимся к схватке с формой Биркина номер 3. Босс с самым разнообразным мувсетом, который как меняется, так и дополняется на протяжении всех его 3 фаз. Но от этого он сложнее не становится, так как большинство его атак просто оббегается с левой стороны. Особенно во время первой фазы. Неважно, бьет он у вас рукой, пытается вдолбить землю и прочее. Не ждите, когда он ударит, а просто нагло можете бежать слева. Сами попробуйте. Разве что сзади никогда не стойте, так как он попробует вас ударить с разворота. Первый глаз он всегда отдает даром. И если не получается снести глаз на правом плече, можно, находясь с левой стороны, чуть задержаться и спровоцировать его на вот эту атаку. Однако, если вы будете стоять ближе к центру, то скорее всего он от вас отпрыгнет. Если же не выходит снести глаз, который у него на спине, то можете дождаться, когда он пойдет, чтобы взять баллон, и тогда начать вливать урон. Главное, не стреляйте в глаз, когда вы стоите слишком близко, так как босс его уронит, и вы получите дамаг. Задоджить эту атаку можно просто пройдясь под баллоном на другую сторону, когда Биркин соберется кинуть ее в вас. Во второй фазе босс становится более активным, и появляются новые атаки, такие как прыжок, во время которого назад лучше не бежать, так как если он вас схватит и не получится отбиться, это смерть. В ином же случае с помощью нее можно снести сразу 2 глаза, хоть и тот, который на ноге, видно херово. Медленная атака, которая состоит из 4 ударов, в результате которой он оставляет без защиты глаз на плече. С левой стороны также его можно оббегать, разве что здесь еще решает расстояние, на котором вы решили это сделать, так как у него есть еще быстрая атака, которая может вас задеть. Однако вы это все уже узнаете именно на практике. Если вы видите, как босс немного согнулся и перешел на медленный шаг, значит сейчас он попробует сократить дистанцию с последующим ударом по голове. Доджится она также бегом с левой стороны, разве что босса потом нужно будет еще оббежать в круговую. Когда он раскрывает свое слабое место, лучше 10 или 12 раз, точно не больше 12, ударите его ножом по спине, задевая сразу несколько частей тела, а потом уже начинайте выливать урон в сердцевину, так как так он дольше держит грудь открытой, в отличие от того, если вы сразу начнете туда палить. Во время третьей фазы босс начинает буянить, и во время этого по нему также проходит урон. Но с той разницей, что если Биркин уже вошел в анимацию, то он не умрет до тех пор, пока не закончит ее, даже если у него останется 1 хп. В третьей фазе мувсет у него довольно-таки скудный, есть только 3 основные атаки. Другие вы можете даже не увидеть, если намеренно не сагрите.
Это когда он психует и машется из стороны в сторону. В этом случае просто держите дистанцию и не пытайтесь оббежать его слева или как-то пробежать. Далее он будет на вас либо прыгать, будьте готовы, или произведет атаку из 4 ударов, точно такая же, как и во второй фазе, но только в разы быстрее. Его можно перевести в третью фазу, вообще не снося ни одного глаза. Но лучше так не делать, так как уничтожение глаз нанесет ему больший урон. А если учесть, что потом сердцевину он прячет за анимациями ударов, то лучше до этого не доводить. Самое мощное оружие против него – это электропушка. Если с ней подружиться и комбинировать с ножом, то когда босс перейдет в третью фазу, у него останется меньше 5000 хп. Пушка за один выстрел сносит ему примерно 1800, если, конечно, удержать полностью. Однако к ней, как и к атакам босса, нужно привыкать и понимать, когда можно сделать выстрел, а когда лучше подождать, и иной раз бой даже может затянуться. Зато, заранее зная, что вы будете босса опускать именно с нее, можно очень хорошо развязать себе руки ранее на истребление нечисти. А когда он перейдет в третью фазу, можете либо добиться автомата, ножа, гранат, и если повезет, он даже не успеет ничего сделать. Полностью прокачанный автомат также не дает шанса его глазам. Но даже если вы снесете их вместе с ножом, ХП у босса на третьей фазе останется около 10 тысяч. Разница ощутима. Но это более безопасно, так как КВР не будет сковано в движениях. Против него отлично работают кислотные снаряды. Не в плане урона, нет, а в том, что босс ловит нифиговый стан и сбивает любую его атаку. Он так же, как и G2, да и в принципе и 1, не переносит огонь. Поэтому можете использовать это на третьей фазе, когда он не дает нормально попасть в глаз. А огонь – кислота, а огонь – кислота. Повторять, пока не подохнет. Выберите, как вы именно будете его убивать. Босс намного легче, чем кажется. Я же буду бегать с электропушкой, но не буду дико спамить ей, а немного покручусь с ним. Под крепу возьму кислотные снаряды. На всякий случай гранаты и обязательно нож. На локации там будет лежать много снарядов. Вот я заранее вам покажу на карте, где и что как лежит. Как начинается бой, также ловим сразу же его глаз электропушкой. Как уже говорил, он отдает его просто так. Оббегаем с левой стороны и дожидаемся удачного момента для атаки. Опа, не хватает времени. Еще раз оббегаете. Он сделал хорошую атаку, стреляем ему в спину. Или в глаз, который на плече. Так, застанемся, смотрим, что он делает дальше. Оббегаем с левой стороны, первая форма самая безопасная. Выжидаем. Ага, он пошел брать баллон, стреляем ему еще в глаз, также держимся дальше от него. Переключаемся на нож и бьем примерно 10 раз в спину. Стоим примерно так же, как и я, чтобы нож задевал как можно больше. И успеваем сделать ему выстрел в сердце. Ну, в сердцевину, скажем так. Перезаряжаемся. Во второй форме, как я уже говорил, он более опасен. Он может сейчас как сразу прыгнуть, так сделать быстрый удар. Но вы можете прерывать его кислотными снарядами, как опять-таки уже говорил. Так, сейчас он побежит. Электропушка.
Главное, не уводите прицел слишком далеко и не уходите далеко за Клэр, иначе выстрел сбросится. Также, если вы выстрелите ему в сердцевину слишком поздно, выстрел до конца не пройдет. Также выстрел из электропушки не проходит при переходе из второй фазы в третью. Так, еще раз подбегаем с ножом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Можно успеть даже 12 раз ударить. Все, у него осталось, в принципе, мало хп, то есть в теории его в этот момент можно либо резать ножом, задевая руку, либо кинуть одну или две гранаты. Но в идеале рекомендую гранату оставить на последнего босса, как уже говорил. Как-то так. Теперь возвращаемся к Шерри и после к центральному лифту. Gotta get back to Sherry. Sherry, you want faster? I want to rush you, but we have to go. Let's get the hell out of here. Claire? Yeah? Thank you for being so nice to me. For helping me. I'm really glad I met you. I'm really glad I met you too, Sherry. Save your things until I get you out of this place. По пути подбирая спрей и нож. Если у вас нет снаряжения, то опять же возьмите что-то от растений, чтобы не ваншотнуться. И, к примеру, что-то для отбивки. Греник. Кстати, греник, да, можете тратить полностью, ибо против последнего босса он не сильно эффективен. Здесь просто пробегаем. Не надо стрелять ни в кого, в отличие от Леона, Клэр здесь Айви просто пропустит. 10 minutes until detonation. Sherry, run! Тыкаемся в дверь, чтобы активировать диалог с Шерри, и отбиваемся от растений, пока младшая Бирки не откроет дверь. Можете немного понизить себе динамическую сложность и расстрелять снаряды в стены. Until detonation. I got it! Nice work, Sherry. We make a big deal. Зомбак падает с одного выстрела. Sherry, you hanging in there? I'm right behind you. Atta girl. Think we're almost out of here. На босса берите все гранаты, которые у вас есть. Именно для этого мы их и экономили. Если все сделаете правильно, не придется даже и стрелять много в него. В ином случае миниган поможет. Но на всякий случай возьмите с собой автомат, пистолет, все, что у вас осталось. Да возьмите даже нож.
Остальное забейте аптечками, только 2 ячейки держите свободными. Но в этом бою я заранее скажу, что я жопой кидал гранаты. Until detonation. Attention. Уворачиваться от него также нетрудно. Главное, соблюдайте дистанцию и желательно большую. Одна из версий его атак кажется медленной и не очень опасной, хотя он делает много ударов за раз, но не обманывайтесь. С помощью нее он может легко, быстро и незаметно добраться до вас. Поэтому, если кажется, что вы стоите близко, лучше отбегайте назад. Но при этом не стойте в центре локации, так как после этого, скорее всего, он на вас ломанется. И вам нужно будет время, чтобы выйти из поля его атаки бегом в сторону. И иногда он может залезть наверх и попытаться вас атаковать оттуда. Первый раз он прыгнет на вагончик, а только потом уже на Клэр. Если же вы дали залезть ему и второй раз, то он сразу же сиганет опять-таки на вас. Потом будет чередовать. Вы можете вообще не дать залезть ему, если вовремя кинете гранату. Да и как с вагончика вы также можете его сбить. Рекомендую оставлять все гранаты, которые находите, именно на него. И бой кончится намного быстрее. Однако бездумно не кидайте их, так как глаза должны восстановиться. Минимум нужно 6 гранат. Лучше оставьте все. Но если вы хотите комбинить с миниганом, то хотя бы 3 уж точно донесите. Как я уже сказал, вдобавок у вас будет миниган, который также неплохо уносит его. Если гранат нет, то можно взять с собой автомат или на крайний случай пистолет. Если же по какой-то причине у вас вообще ничего не осталось к этому месту, то зачем вы вообще играете в игры? Пока босс наверху, немного стреляем в него с миниганом. При этом отходим назад или куда-то в сторону. Он всегда прыгает в одну точку, поэтому вас он не заденет. Приземляется. Кидаем первую гранату. Отбегаем. Скорее всего, сейчас он может еще побежать. Отбегаем сразу. Так, он полез наверх. Кидаем еще одну гранату. Но я неправильно кинул. В идеале он должен был упасть вниз. Следим за ним. Ага, прыгает на вагончик. Значит, второй прыжок будет сделан на вас. Просто, как говорил, главное, не стойте на месте. Смотрим за... Кидаем еще одну гранату. Смотрим за его движениями. Ну, я опять слишком рано кинул. Чудом не задел. Кидаем еще грену. Отбегаем. Еще подарочек. Снова убегаем. Скорее всего, сейчас он... Нет, он решил бить. Еще граната. Ну, в теории, если бы я не мазал, он должен был уже сдохнуть. Также, если вы... Вон, видите, у него уже глаза покраснели, значит, у него осталось малое количество хп. В теории он должен был уже сдохнуть, если бы я кидал гранаты нормально. Если вы решите расстреливать его, то не нужно просто палить недумно. То есть глазам, как говорил уже, нужно дать восстановиться. Все. Когда он начинает ползать, в него можно уже не стрелять. Вот, собственно, и все. В теории у вас время должно быть меньше, чем у меня, так как я много где стопился, убивал зомбей, которых не нужно. Но, конечно, при этом я юзал и повороты быстрые, да и в любом случае с игрой я на «ты». Если даже с первого раза не получилось у вас, то второй раз обязательно заберете S+. Всем спасибо, кто уделил время. Пишите в комментариях, нужно ли сделать такое для Леона, а может быть и вообще для второго сценария. А может быть, предложения будут по другим резикам, может быть, меня тоже это заинтересует. И было ли бы вообще что-то понятно, а то, может, я какую-то фигню наговорил и наоборот хер что разберешь. Если гайд помог, то пишите, за сколько времени прошли, так как мне самому будет интересно почитать, где были проблемы и прочее.
Всем пока!